Амурская область, космодром «Восточный», ноябрь 2015 года. Строительные работы главных сооружений завершены, оборудование установлено. Начинаются автономные испытания всех систем космодрома. Потом испытания комплексные. Внимание повышенное, словно идет подготовка к реальному старту ракеты. «Восточный» – сложнейший технический комплекс. Сотни зданий и сооружений на территории в 700 квадратных километров. Все объекты связаны друг с другом. Многоуровневые проверки оборудования – обязательные условия перед началом работы. Я могу сказать, что я сюда приехал, когда здесь были только металлоконструкции. Здесь стен не было. Это все возводилось на моих глазах, с непосредственным моим участием. А ноябрьский этап, вот этот этап сейчас, он знаменателен тем, что мы вышли на автономные испытания. Мы сделали все возможное и невозможное для того, чтобы сейчас выйти на автономные испытания. Но ты так вообще в курсе, да? Да, вот рабочее место для космического аппарата. Александр Кильдишев приехал с Байконура несколько лет назад строить «Восточный». Сегодня принимает молодых специалистов, выпускников Амурского госуниверситета, которых специально готовили для работы на новом космодроме. Вводит в курс дела, показывает объекты. Хотя до первого запуска еще есть время, можно сказать, космодром уже начал работу. Сейчас мы как раз находимся на моем рабочем месте. Это комплект механотехнологического оборудования, которое используется именно при сборке ракет-носителя. Здание МИКа – монтажно-испытательного корпуса. В этих вагонах ракета-носитель «Союз» пока в разобранном виде. Сразу после испытаний приступят к ее сборке, а там и на стартовый стол. Отличие технического комплекса «Восточного» от Байконура в том, что части ракеты и готовые изделия будут перевозить с помощью грузовых платформ, без мостового крана. Это позволит избежать повреждений конструкции. Технический комплекс – это то место, из которого выходит ракета-носитель, полностью собранный пакет с космическим аппаратом, полностью ракета выходит на стартовый комплекс. Технический комплекс, понимаете, здесь можно применить фразу «что раньше, курица или яйцо?». Вот. И здесь как бы мы понимаем то, что пуск не пройдет без старта, но он и не пройдет без технического комплекса. У каждого космодрома мира свое лицо. Внешний облик определяют не дизайнеры, а инженерные сооружения. Визитной карточкой «Восточного» уже стала мобильная башня обслуживания. После установки ракеты на стартовый стол башня подъедет к ракете и закроет ее со всех сторон. Предстартовую подготовку техники будут проводить уже в закрытом помещении, с комфортом. Принцип работы очень простой. Собранная ракета из МИКа, который расположен 5 километров южнее отсюда, горизонтально выводится на стартовый комплекс, устанавливается стартовую систему, которая находится сзади меня, вертикализируется. После этого осуществляется наезд башни обслуживания, выполняется стыковка всех коммуникаций к ракете. На следующий день выполняется проверка всех систем ракет, электрические системы, телеметрия, система разгонного блока, космического аппарата. И через день-два производится заправка. За час до окончания заправки мобильная башня обслуживания отъезжает на 80 метров от ракеты. Люди покидают стартовый комплекс и производится автоматический пуск. Стартовое сооружение изнутри. На первый взгляд, обилие железа. Инженеры добавляют железо умного. Пожалуй, по конструкции и техническому оснащению один из самых сложных объектов на космодроме. Именно отсюда ракету отправят в космос. На это сооружение придется и самая большая нагрузка – поток мощного пламени. Здесь уже тоже все готово, сейчас испытания. Как и ракета, стартовые площадки индивидуальны, у каждой своя технология запуска. Остальные конструкции, которые сзади меня, это называется стартовая система. Верхняя часть ракеты закреплена верхним силовым поясом. Хвост ракеты держит устройство направляющее нижнего силового пояса. То есть ракета летит на двух концах, держится. В принципе, ее можно было и за верх держать. И мы пока ставим ракету, мы держим ее за верх. Но когда она заправляется, она становится в 10 раз тяжелее. Поэтому такой вес не удержать, мы держим ее снизу. И отстыковка всего этого происходит именно ходом ракеты. С момента движения ракеты производится отброс верхнего силового пояса, нижнего силового пояса, и ракета спокойно улетает. Мы сейчас находимся непосредственно на стартовом комплексе космодрома «Восточный», а точнее в командном пункте. В этом командном пункте располагается система управления и контроль. Здесь находятся операторы, которые осуществляют контроль за
состоянием бортовых систем в процессе подготовки ракеты-носителя. Этот контроль осуществляется как в видовой информации, так и в телеметрической информации. Командный пункт Восточного. Отсюда будут управлять запуском. Вокруг электроника, не как раньше. Однако стартовики обещают, традиционные слова «ключ на старт» останутся неизменны. Ключ на старт можете наблюдать вот здесь, вот на панели пульта управления. Но, честно говоря, в данный момент сейчас вся подготовка пуска осуществляется в автоматическом режиме. То есть кнопка «ключ на старт» есть, но это как дань традиции. Специалистам Роскосмоса есть с чем сравнивать. Хотя схемы и требования к работе остались те же, технологии не стоят на месте. Введена система, вот где мы сейчас находимся, как раз вот так называемая система информационного обеспечения руководителя запуска. Такой системы нигде нет, ни на Байконуре, ни на Плесецке. В 20 километрах от космодрома город Циолковский. Идет первый этап строительства. 4 многоэтажных дома готовы к приему новоселов. Нам дали ключи, чтобы посмотреть квартиры, в которых в будущем мы будем жить. Квартиры сразу с мебелью и бытовой техникой. Для молодых хорошее подспорье. Татьяна и Владимир смотрят квартиру. Такую же они вскоре получат в этом доме. Оба местные из Амурской области отучились в Московском авиационном институте и вернулись на малую родину. Новый космодром – это жилье, работа, будущее детей, да и всей страны. Раньше, конечно, здесь просто был лес. Лес, сопки. Мы ходили еще с классом в поход сюда, жарили сосиски. А сейчас уже прям много чего построилось. Здесь будет полностью вся инфраструктура. То есть начиная от жилых домов, значит, детских садов, школ с бассейном, культурный досуговый центр, торговый центр будет здесь, спортивные площадки, стадионы. То есть вся инфраструктура, которая здесь в нормальном обычном городе есть, она вся здесь будет присутствовать. Молодые инженеры первенца назвали Сергеем, именем Сергея Павловича Королева. Человека, который более полувека назад помог стране сделать первые шаги в космос.